Уважаемые зрители, 25 лет назад я видел китайского инженера с блокнотом рядом с нашим станком на заводе «Атамаш», главном заводе в России по производству оборудования для атомных станций в городе Волгодонске. Китайский инженер молчал, смотрел, записывал, фотографировал и снимал на видео. А сегодня, в 2026 году, значительная часть промышленных узлов и компонентов на российских заводах оказывается китайского происхождения. Потому что своего серийного производства так и не возникло, и почти уже все закупаем в Китае, потому что своего производства, наверное, уже и практически не осталось. Что произошло за эти 25 лет? Я тогда работал на Тамаше слесарем по сборке изделий, когда мы строили первый блок атомной станции Тяньвань для Китая. Это 2002 год. Мне 22 года. Рядом с каждым нашим инженером, рядом с каждым технологом, рядом с каждым старшим мастером, рабочим стояли китайцы. Молодые, внимательные, с блокнотами и фотоаппаратами. Мы тогда над ними смеялись, говорили: учатся у нас, им еще и расти и расти. В цеху шутили: да они только шмотки на базаре умеют продавать и рис выращивать. Зачем им промышленность? Куда они лезут? Прошло 25 лет. На сегодня Китай производит больше всех в мире промышленной продукции. Больше, чем все остальные страны вместе взятые. Они делают свои самолеты, свои корабли, своих роботов, свои электромобили. У них есть атомная программа, космическая программа. Да что говорить, их спутник сел на Луну, а наш нет. У них современная цифровая инфраструктура. У них есть Huawei, BYD, Geely выкупил Volvo. Компании, которые задают мировой стандарт. А мы за эти же 25 лет положили на бок всю свою промышленность, ни одного нового открытого конструкторского бюро и современных технологий. Ищем теперь все в Китае и поставщиков с Китая для якобы программы импортозамещения. На москвич фирмы Джак, только на шильдик на капоте. А в 2002 году они учились технологиям и производству у нас. Интересно, чем же мы занимались 25 лет в России, что так сильно от Китая отстали? Зрители, напишите, пожалуйста, в комментариях, чем мы занимались 25 лет. Я инженер управления, 25 лет в промышленности. И сегодня я расскажу, что я видел тогда и что я понял сейчас из происходящего. И это не разговор о геополитике. Я не политик. Я не разбираю санкции, процентные ставки, эффективность работы Министерства промышленности. Я разбираю управление. Сегодня я отвечу на один вопрос. Что именно делал Китай иначе, чем мы последние 25 лет? И почему это касается лично вас, если вы собственник, директор или сотрудник любого завода в России? Потому что главное, что нужно понять, Китай не победил Россию как страна. Китай создал систему управления промышленностью, а мы нет. И именно эта система сейчас вытесняет ваших клиентов на азиатских поставщиков. Не потому что Huawei сделал лучше, а потому что Huawei сделал быстрее, ритмичнее и в срок. В следующие несколько минут я разберу 4 вещи, которые они делали и которые мы не делали. Каждая из этих вещей – это не теория, это то, что вы можете применить на своем заводе уже завтра. И что определит, останетесь ли вы на рынке через 5 лет или вас вытеснит конкурент с азиатскими подходами управления. Поехали. Когда мы строили на Тамаше блок для китайцев в 2002, у нас уже не было полного жизненного цикла изготовления продукции. После развала СССР все разошлось в частные руки с непонятным распределением цепочек создания и изготовления различных изделий и по различным отраслям. Часть проектирования делал один институт, часть другой институт. Закупали материалы различные торговые дома, появившиеся после запуска торговых электронных площадок в России. А еще в 2008-2009 годах все госкомпании массово запускают госзакупки, что я считаю убило промышленность в стране и конкуренцию в России. Причем условия госзакупок кабальные. Вы должны вносить банковские гарантии, чтобы вам дали заказ и изготавливать продукцию с авансом в 10-30%, а то и вообще без авансового платежа от госкомпании. А при наших процентных ставках от 20 и выше процентов для производства это крах для бизнеса и коллектива компании. Сплошные убытки. Если раньше почти все изделия собирали на одном заводе или в одной отрасли, или на нескольких, но они были в одной технологической цепочке, то теперь сборки изделия в России распределяются, как кто-то решит сверху. Причем заказ не дают профильному заводу, а дают компании. На заводе, извините, рога и копыта, и, конечно, заказ проваливается. Они второй раз проводят госзакупку и второй раз тратят бюджет на изделия, которые не изготовили с первого раза. Но с 2015 года примерно начали госкомпании размещать заказы уже в самом Китае. А в 2026 году, наверное, 90% продукции отдают на изготовление в Китае. А наши заводы за 25 лет потихоньку закрывались и банкротились. При таком распределении заказов и окончательно разорванной технологической цепочке, которые были созданы в СССР. Хорошо или плохо они работали, это уже другой вопрос, тема другого разговора. Но они работали.
А сейчас почти все делаем в Китае. Свои заводы вымирают. И получается, в современной России между всеми этими искусственно созданными стыками, госзакупками и другими инстанциями теряется время и качество. Результат в промышленности в 2026 году мы видим очень плачевный. Мягко сказать, они очень слабые. Причем не всегда по вине собственников и управленцев на этих заводах. Макросреда в стране такая, какой ее создали. А китайцы в начале 2000-х наблюдали и записывали. Не наши приемы сварки, не наши технологии. Они записывали, где у нас разрывы между цепочками, которые сломали в 90-х и начало 2000-х. Где теряется время и деньги. Где один цех не понимает другой. И когда они построили свои заводы, они собрали все в один контур. Проектирование, закупки, производство, испытания, отгрузки, сервис. Все под одной крышей, под одним ответственным, под одним управлением, с одним планом. Все как у нас было раньше, когда в индустриализацию строили четко цепочки создания ценности. На своих заводах они сделали то, что я называю жизненным циклом продукта. Полный цикл от идеи до клиента, без разрывов между организациями. В деньгах это выглядит так. Когда у вас полный жизненный цикл, между функциями нет потерь. Заказ от клиента превращается в чертеж за неделю, в металл за 2, в готовую продукцию за месяц. У нас этот же цикл занимает 6 месяцев, 8, иногда год. А как с самолетом МС-21 это уже целое десятилетие. Потому что между функциями компании стыки сейчас разорваны. И на каждом стыке задержка и провалы. Это не китайская магия. Это управленческая дисциплина. Они ее собрали, а мы ее разобрали в России и до сих пор, похоже, не начали собирать. Сейчас вы услышите вещь, которая многих удивит. Китайские заводы первое десятилетие до 2010 года работали без сложных систем автоматизации, без SAP ERP, без 1С ERP, без больших ERP продуктов. Они планировали в Excel и в бумажных таблицах, но планировали каждый день. Не раз в квартал, не раз в месяц. Каждое утро мастер смены приходил с планом. Каждый вечер сдавал факт, каждое утро снабжение сверял остатки. Каждый вечер цех закрывал смену, у них не было лишних надстроек, у них была дисциплина планирования и контроля. Простая, ручная, но ежедневная. И только когда эта дисциплина стала привычкой, они начали внедрять автоматизацию. И тогда автоматизация принесла плоды, потому что они автоматизировали уже работающий процесс. Они пытались автоматизацией заменить процесс, которого нет. У нас все наоборот делалось. Мы пытались автоматизировать хаос. Российские заводы покупают ERP, внедряют, тратят сотни миллионов на цифровизацию. И через год обнаружат, что система стоит, а управление как было хаосным, так и осталось. Потому что под красивой автоматизацией не было дисциплины. А внедрить дисциплину и архитектуру управления через программу невозможно. Архитектура управления собирается сначала в голове, потом в Excel и только потом в IT-программе. Китайцы это знали, а мы почему-то это забыли или не учли. Третий прием, которому они научились у нас и довели до совершенства. Это связка операционного плана и операционной деятельности с финансами. Бюджет движения денежных средств БДДС, бюджет доходов и расходов БДР. И все это привязано к тому, что физически делает завод. На наших заводах сейчас финансисты живут в отдельной реальности, а производственники в другой реальности. Финансист считает выручку и прибыль по бухгалтерским отчетам и отдельным Excel-таблицам. Производственник видит, что половина незавершенки лежит мертвым грузом и не превращается в деньги. Собственник смотрит на отчеты, у него вроде прибыль, а денег на счете нет. Он не понимает, куда они уходят. Берет кредит, чтобы покрыть кассовый разрыв, который возник из-за того, что незавершенка не двигается. А незавершенка не двигается, потому что план производства не связан с планом отгрузки, а план отгрузки не связан с планом закупок. На китайских заводах эта связка была выстроена и сделана к 2010 году. Каждый день они видят, где деньги, в каком виде, по каждому заказу и когда станут они прибылью. И отсюда у них меньше кредитов, меньше кассовых разрывов, больше реинвестиций в развитие. Это не IT-программа за них сделала, это сделала архитектура управления, которую они планомерно и дисциплинированно строили. И четвертая вещь, которая для меня была самым большим открытием. Когда китайские инженеры в 2002 году учились у нас, они не записывали приемы конкретного мастера, что он делал, в какое время делал. Они записывали систему, как работают все процессы на заводе. Управленческие, технологические, конечно, финансовые. Они на завод смотрели как на целостную систему. Кто за что отвечает, как функция передает свой результат и какой она передает результат на следующую функцию. Как выглядит план, как выглядит факт, как выглядит отчет и кто его делает и за него отвечает. Они забирали к себе не людей, они забирали структуру для управления, которую будут использовать на своих заводах и фабриках. И они с годами полученную от нас структуру управления улучшали. И когда у них уходил инженер или менялся директор, или открывался новый завод, структура оставалась
и она была готова для передачи следующему руководителю. На нее можно было поставить нового человека, и завод продолжал работать, как ни в чем не бывало. У нас все привязано к личностям. Уходит главный инженер, рушится служба эксплуатации. Уходит директор производства, останавливается производство. Уходит главный технолог, встает разработка этих процессов. Уходит какой-то директор, и все останавливается. Потому что у нас не структура и не база знаний. У нас отдельные люди, держащие отдельные узлы на ручном управлении и микроменеджменте. Это и есть главный управленческий проигрыш последних 25 лет. Не санкции, не ставка ЦБ, не доллар. Управленческий проигрыш в том, что мы не научились строить эффективную систему для управления и базу знаний. Они, Китай, ее построили. Теперь они номер один по многим направлениям. А что видим мы за последние годы? Рост налогов, акцизов и утильсборов. Похоже, что система на макроуровне нацелена не на создание новых заводов и современных технологий и конструкторских бюро, а на сборы. Но это дорога в никуда, потому что заводы и технологии не строятся на налогах. Они строятся на грамотном, эффективном управлении, которое мы потеряли. Уважаемые зрители, напишите ваше мнение с нашей текущей бизнес-моделью страны. Мы развиваемся или куда-то идем не туда? Я думаю, нам сейчас надо учиться у Китая в 2026 году и внедрять их принципы, которые принесли им такой рост. Брать все лучшее, как когда-то они у нас брали все лучшее в 2002 году. И вы помните, они тогда только лишь продавали шмотки на рынках, а сейчас они топ-1 и делают, наверное, все, что только производится на планете Земля. За 25 лет отличные результаты. А теперь главное, что вы должны вынести из этого ролика, если вы собственник производственного предприятия, руководитель или сотрудник в России в 2026 году. Вы не конкурируете с Китаем как страна. Это уже проигранная битва на уровне макроэкономики. Вы конкурируете внутри России с другими российскими собственниками и компаниями, с другими директорами, с другими заводами. И тот из вас, кто соберет у себя на заводе ту же архитектуру управления, которую 25 лет назад перенимали китайцы у нас и уже собрали у себя, тот будет доминировать на своем рынке, на своей нише, внутри России. Вытеснять конкурентов, у которых архитектуры управления нет. Это не вопрос денег, это не вопрос связи, это не вопрос станков, это вопрос управленческой дисциплины, который собирается из 4 вещей. Полный жизненный цикл продукта, разработанный в вашей компании. Ежедневное сквозное планирование, начиная с Excel. Связка операционных планов с деньгами. Передача структуры, а не людей. Смотрите мой первый плейлист об архитектуре управления, ссылка вверху на экране. Каждую из этих 4 вещей можно собрать на своем заводе за 6-12 месяцев. Без революции, без увольнений, без огромных инвестиций. Это инженерная работа по перестройке архитектуры управления. Я этим занимаюсь профессионально. И за 25 лет промышленности видел, как это меняет заводы и компании. Завод, который вчера тушил пожары, сегодня работает ритмично. Незавершенка тает, кассовые разрывы исчезают, маржинальность начинает возвращаться. Собственник впервые за 10 лет может уехать в отпуск, не отвечая на звонки каждые 30 минут. Это и есть та самая система, которую 25 лет назад у нас изучали и собрали у себя китайцы, и которую мы можем пересобрать сейчас и возродить грамотное инженерное управление бизнесом в России на уровне отдельного завода или компании, не дожидаясь, пока ее собирает наша страна на макроуровне. Если этот ролик вас задел, напишите в комментариях, что вы поняли про свой завод. Не общими словами, а конкретно, где у вас разрыв в жизненном цикле продукта, на каком стыке функций вы теряете деньги. Это первый шаг к тому, чтобы что-то изменить. А еще задумайтесь вот о чем. Я сказал, что китайцы научились архитектуре управления, которую мы потеряли. Где мы ее потеряли? И главное, у кого они ее скопировали? Ответ может вас удивить. Они скопировали советскую школу управления, ту самую, которую мы уже себя выбросили в 90-е, начало 2000-х. Тот самый подход, по которому советский директор завода сдавал производственный комплекс под ключ за 2 года. А современные SEO с дипломом МБА иногда не сдают его и за 10 лет. В следующем выпуске я разберу разницу между советским директором и современными SEO, или как их еще сейчас называют, эффективные менеджеры. Не из-за ностальгии, а чтобы понять, что именно из той советской школы можно вернуть в управление сегодня. И какие конкретно приемы вам применить на своем заводе уже завтра. Ролик на следующей неделе. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый выпуск. До встречи.